Добрейший вечерочек, это вечерний Шуберт. И сегодня у нас Рождество, скоро Новый год, время волшебства. И наш сегодняшний выпуск будет посвящен различной оптике. Насколько эти объективы могут давать различную удивительную картинку. И рождественские и новогодние огни у нас засияют удивительным светом. Итак, оптика в студию. Что же участвует в нашем сегодняшнем обзоре? Это комплект аноморфотов от Loma. 75, 50 и 100 мм, устанавливаемые через адаптер OS-19 на Canon от RAW Camera. Хорошо зарекомендовавший себя набор Zeiss и комплект сферической оптики Loma от Kinora. Помогают нам сегодня мои студенты Василиса прекрасная, которая оказалась еще и премудрая, и Александр, выдающийся кинооператор, которому доверено снимать самого вечернего Шуберта. Наша Ursa Mini 4.6K и ваш покорный слуга. Итак, начнем обзор с объективов Loma от Kinora. Это советские объективы, выпущенные в конце 80-х, начале 90-х годов. Картинка весьма художественная и интересная. Это 50-мм объектив. Вот такие вот блики и интересное боке. Объективы не очень резкие, несравнимы, конечно, с Zeiss или современной оптикой Canon, но, тем не менее, дают очень интересные художественные эффекты. Если снимать какое-то видео без художественной задачи, эти объективы не годятся. Это объективы для ценителей, чтобы снять с бликами. Раньше блики считались браком, но сейчас это считается наивысшим художественным вдохновением. Это объектив Carl Zeiss. Планар 50 мм 1.4 на полной диафрагме. Значит, все объективы, которые мы сегодня испытываем, все на полных диафрагмах. И тоже есть хорошие блики, но они такие вполне терпимые, не сильно отвлекающие, очень приятное изображение. Но оно без всяких каких-либо художественных изысков, то есть вполне планар соответствует плоской картинке такой, полностью выровненной, хорошей, вот, довольно-таки резкий. Конечно, если его еще подзажать немного на пол диафрагмы, то он будет еще резче. Это основная, кстати, рабочая лошадка для этой камеры. А также, как этот объектив был очень хорошо пошел на предыдущих моих камерах, и на Canon, и на Panasonic, и на GH-ках, на всевозможных. Сейчас мы должны попробовать объектив 28 мм от Kinora. А это 28-й объектив Carl Zeiss. Поздравляем, свет кончился сегодня у нас. Мы остались в полной темноте, но мы не расстроились. Все делается все к лучшему, в этом лучшем из миров. Продолжаем наш обзор, дамы и господа. Сейчас объектив 28 мм, объектив Distagon Carl Zeiss 1.2. Блик есть, он умеренный, мягкий, хороший блик. Ну, Zeiss есть Zeiss, тут что можно сказать. .35 стандартный объектив, нормальный, от Kinora, фирмы Loma. Как бы вполне нормальный объектив, но вот такие вот все равно блики. Видимо, это из-за стекла такого, то есть либо просветления несовершенного даются такие блики. Это 35-й объектив от Kinora, но светосильной серии, которую выпускала уже не Loma, а фирма ЦКБК. Это Центральное конструкторское бюро киноаппаратуры, тоже в Санкт-Петербурге. У него светосила 1.4, то есть объектив дает такую картиночку, немножечко мутноватую, но мягкую, то есть опять же мягко рисующий. Вот 18-й объектив.
объектив широкий, то есть он даже чуть-чуть миниатюрирует, то есть полностью не покрывает матрицу. Это 75-й объектив от Loma. Очень мягкий, пластичный рисунок. Вот. Дает много бликов. 75-й стандартная двойка. Такое вот изображение. То есть переливается и очень интересно. Проверим аналогичный объектив от Carl Zeiss. 85 мм. Почему-то у Loma 75 мм, а у Zeiss 85 мм. Ну, светосила у него 1,4. Ну, что мы видим? Изображение весьма резкое. Оно намного резче, чем объектива Loma аналогичного. При светосиле 1,4 к тому же, то есть тут ничего не сделаешь. 150 мм объектив от Loma. Самый длиннофокусный в этой линейке. Хотя Loma выпускал еще и объективы 1000 мм. Мы их покажем в следующих обзорах. Loma объективы аноморфотные, конечно, легенда. Конечно, не сравнить с Panavision, но это наш аноморфотный объектив. От Loma. То есть вот такие вот интересные получаются блики. Там не просто даже горизонтальные блики, а еще и вот такие вот эффекты интересные. Потому что аноморфот сжимает 2 раза изображение, потом он раз сжимает. И здесь, конечно, изображение очень интересное получается, нестандартное. И в переводе фокуса, и в боке интересный эффект. Ну, честно говоря, кайф в чистом виде. Эта оптика абсолютно обалденная. Но, к сожалению, он все же искажает у нас немного реальность. Его нужно отцентровать, выставить ровно, отъюстировать, и тогда объектив будет нас радовать. Сейчас, к сожалению, он только что стоял на кинокамере, на пленочной. Мы его переставили на цифровую камеру, и сейчас он не отъюстирован. То есть изображение может вертикальной линии могут искажаться. Вообще, аноморфот, конечно, удивительный объектив, но им нужно работать аккуратно с целью. Это объектив Helios 77 от Зенита с резьбой 42, то есть очень хороший объектив. Он, кстати, очень сильно удивил, то есть он имеет и хорошую резкость, и работает неплохо против света, и к тому же еще дает очень интересное боке в виде закрученных кружочков. То есть закрученные кружки, такие, очень приятный фон, как будто бы живописный. То есть на самом деле он не такой дорогой, самый дешевый, в принципе, из всего, что тут представлено. Но очень интересный художественный объектив. Поэтому рекомендую 77-й Helios. У него плавный фокус, можно сделать плавную закрывающуюся диафрагму, очень хороший объектив. Еще в нашей коллекции есть удивительный объектив.
Это объектив OX от Convas, в котором сделано небольшое отверстие посередине линзы, чтобы давать очень интересное изображение. То есть любые блики, находящиеся вне фокуса, становятся кружками, а любые яркие объекты дают ореолы, то есть находящиеся вокруг. То есть это действительно самый сказочный объектив, то есть он создает удивительное изображение. То есть как будто бы сейчас у эльфов мы находимся или в сказке в новогодней, то есть как будто бы это старина, как что-то древнее или какие-то загадочные изображения. Он, конечно, не такой резкий, как нужно, но, конечно, обладает удивительным изображением. Потому что это объектив, сделанный, как я понимаю, по спецзаказу на Лома. Также мы применяем трансфокатор от Canon 18-135 мм. Испытываем его. Конечно, он не обладает таким художественным эффектом, как фиксы, но часто он нужен для того, чтобы что-то оперативно снять, как в жанре репортажа или просто такие кадры, где нужно использовать укрупнение с помощью зума. Хотя на самом деле это далеко не киношный прием и не интересный. Но иногда такие кадры нужны. Я поздравляю всех с Рождеством и наступающим Новым годом. Желаю, чтобы в новом году было поменьше оленей и побольше Санта-Клаусов. И чтобы Санта-Клаус принес каждому по Урсе, и у всех все сбылось. А чем отличается Санта-Клаус от еврея? Так, по-моему, только тем, что Санта-Клаус спускается по дымоходу вниз, а еврей поднимается вверх. Так что вот такая вот рождественская немецкая шутка. Но в каждой шутке есть доля шутки, поэтому, граждане, будьте бдительны и берегите себя в новом году. Пока!